Здравствуйте, самые лучшие зрители. Меня зовут Полина. Кто сказал, что от перемены мест слагаемых сумма не меняется? Явно этот человек совсем ничего не знал о лоскутном шитье. Смотрите, элементы в этих блоках одни и те же, а результат совершенно разный. Деталей, квадратов, составленных из двух треугольников, нам надо будет много, поэтому показываю вам свои шпаргалки. С их помощью можно нашить сразу много заготовок. А мы сегодня поработаем с большими квадратами. По нашей задумке берем две контрастные ткани, темную и светлую. Рисуем две диагонали, а потом еще через центр проводим два перпендикуляра. Дальнейшая работа довольно простая. По обе стороны от нарисованных диагоналей прокладываем строчки. Нитки берем нейтральные, светло-серые. Строчка мелкая, крепкая. Закрепки делаем обязательно и в начале, и в середине, и в конце. Шьем сразу много, одну деталь за другой. Нитки не обрываем. Прошили одну диагональ, переходим к другой. Я в своих видео показываю самые технологичные способы работы. Экономим нитки, время, силы и нервы. Готовые детали проутюживаем, затем режем по нарисованным линиям между швами. Из одной большой детали получаются сразу 8 маленьких квадратов, составленных из двух треугольников. Работа с утюгом обязательно на всех этапах. Учимся правильно раскрывать эти детали. Для этого укладываем их светлой стороной вниз, а темную отгибаем наверх. Будьте очень внимательны и осторожны с диагональным швом. Здесь идет срез по косой, он тянется. Старайтесь не деформировать заготовки. Вот эти детали, квадраты из двух треугольников, самый универсальный элемент. Из них можно выложить самые разные узоры. Мы изначально шили эти блоки в самых разных сочетаниях. И темные, и светлые, и светлые, и темные. Из этих блоков попробуем собрать рисунок. Раскладка 6 на 6. У нас остались еще детали. Соберем еще блок, как подсказывает фантазия. Как сшивать такие блоки, мы уже знаем. Шить будем вертикальными колонками, одну деталь за другой. Сначала сшиваем вместе детали из первой и второй колонки, потом из третьей и четвертой, затем пятой и шестой, а после этого соединяем все колонки вместе. Получается очень интересная конструкция. Все детали держатся на нитках, на соединительных швах. Все соединения надо тщательно расправить. Припуски в соседних рядах направляем в разные стороны, а затем сделать горизонтальные швы. Заготовки тщательно проутюжим, и для каждого блока будем готовить отдельный сэндвич. Ткань для обратной стороны, утеплитель, цветная лоскутная часть. Все расправим и заколем английскими булавками. А вот теперь раскрываю главный секрет хорошей стежки. Как сделать, чтобы не было защипов. Вот эта конструкция, кусок фанеры и два бруска, это мой самодельный приставной столик, самый главный помощник. Нам надо, чтобы все полотно лежало ровно на одной плоскости с игольной пластиной, чтобы оно не деформировалось и не вытягивалось под своей тяжестью. Стежку будем делать по рисунку. Готовые блоки слегка пропариваем утюгом. Помним, что мы работаем с синтепоном,
От тяжелого горячего утюга он становится твердым и плоским. Затем промеряем детали и отрезаем все лишнее. Размер получился 50 на 50 сантиметров. Сегодня мы сшили 3 новых блока. Но мои самые внимательные зрители помнят, что чуть раньше мы сшили это лоскутное одеяло. А сейчас меня попросили увеличить его размер. Поэтому займемся сборкой. Разложим блоки в нужном порядке и присоединим их к большому полотну. Все детали у нас толстенькие, простеганные. Соединять будем через бейки. Для лицевой части возьмем полоску ткани шириной 5 см, для обратной стороны 3 см. К правому краю блока приложим бейки. Широкую сложим вдоль пополам, она будет с лицевой стороны. К обратной стороне, лицом к лицу, приложим узкую бейку. Следующий шаг работы. Мы разворачиваем пришитые бейки, к нижней узкой приставляем следующий блок и прокладываем строчку. Дальше мы расправляем полотно. Смотрите, ширина узкой бейки 3 см. По 7 мм с каждой стороны ушло в шов. Разворачиваем соединение, и ширина его получается 1,5 см. Припуски лежат рядом, в стык. И это соединение мы закроем верхней двойной бейкой. Прошиваем все полотно. Остается только сделать горизонтальные соединения. И нам остается только окантовать. Приготовим полоски ткани шириной 4 см. Как пришивать окантовку, я постоянно рассказываю и показываю в своих видео. Сначала пришиваем к лицевой стороне. Затем отгибаем, дважды подгибаем и пришиваем на швейной машинке. Вот и сшили мы полотно из 15 блоков. Раскладка 3 на 5. Размер 150 на 250 сантиметров. Это очень удобный способ, ведь когда у вас нет много места, чтобы разложить большой лоскутный сэндвич, можно шить небольшие блоки, а потом соединять их вместе. Ну что, девочки, вы же понимаете, что я дала вам идею. Шейте, творите, вытворяйте. Не ждите чудес, чудите сами. Уверена, что у вас все получится гораздо лучше, красивее и интереснее, чем у меня. Ставьте классы, пишите комментарии. Обязательно подпишитесь на все мои соцсети. Огромное спасибо всем, кто поддерживает меня на Бусти. Всем пока-пока и до скорых встреч. С вами была Полина.